Что сегодня главное знать и понимать инвестору об облигации в 2026 году? Если вы хотите там проинвестировать условно 100 тысяч рублей, купите одну бумагу. Как будто так себе история. Можно найти инструменты, которые дают 18% годовых и даже 20%. Я рекомендовал бы начинать с самых простых инструментов, как их называют, ванильных. Здорово, что рынок меняется. Думаю, что отчасти вы этому очень сильно помогаете. Экономика словно меняет ритм. Ничего не рушится, но многое работает. Иначе люди ищут дополнительные источники дохода, бизнес ощущает давление ставок и нестабильности. Инвесторы внимательно следят за курсом рубля и рынком. Разберем, какие процессы стоят за происходящим. Ответы на эти вопросы определят, как будет жить каждый из нас в ближайшие несколько лет. И мы их обсудим сегодня с Павлом Лукьяновым, директором по группе продуктов рынка облигаций Мосбиржи. Друзья, прежде чем начать выпуск, поддержите канал лайком, подпиской и колокольчиком, чтобы не пропустить новые выпуски. Для вас это секунды, для алгоритмов сигнал, чтобы как можно больше людей узнали, как инвестировать осознанно. Меня зовут Владислав Никонов, я основатель социальной сети про инвестиции и финансы «Базар». И мы начинаем. Павел, спасибо, что пришли к нам в гости. Вы один из самых узнаваемых экспертов на долговом рынке. Что сегодня главное знать и понимать инвестору об облигации в 2026 году? Добрый день. Спасибо, что пригласили. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Надеюсь, они будут полезны для наших слушателей. Смотрите, самое главное, что понимать, что облигация все-таки это не единственный объект инвестирования, это альтернатива. Мы знаем, что сегодня есть много возможностей. Про депозит банковский знают давно и все, понятно. Есть кто-то инвестирует, может быть, в квартиры, кто-то в другие инструменты. Но облигация – это альтернатива того, куда вы можете вложить свои деньги. А почему про них стали больше говорить? Потому что, наверное, с одной стороны, это популяризация инструмента. Многие брокеры предлагают своим клиентам, а с другой стороны, все-таки это возможность на фоне, опять же, падающих ставок, мы сейчас находимся в периоде снижения ставок, зафиксировать некую процент, который позволит вам какое-то время в течение года-двух получать относительно высокую ставку, выше инфляции и выше банковского депозита. Но что важно помнить, что, конечно же, это все-таки инструмент финансового рынка, и он сопряжен с рисками. Чтобы в них разбираться, желательно немного ознакомиться с тем, кто выпускает, то есть с эмитентом облигаций, то есть что за компания, чем она занимается, масштаб деятельности этой компании. И, наверное, вот эти базовые азы, можно сказать, базовые вопросы нужно для себя пройти, чтобы понимать, как это работает. Но, честно говоря, для тех, кто хочет только познакомиться с этим инструментом, с этим рынком, я бы рекомендовал начать с самого простого. Наверное, все знают, что есть разные эмитенты облигаций. Это государство в лице Минфина, это компании частные. И вот именно для начала, наверное, правильно было бы посмотреть на ОФЗ, облигации федерального займа, то есть облигации Минфина, и взять наиболее короткие, облигации имеют срок до погашения, короткие выпуски и понять, как работает сама механика, то есть как инструмент торгуется, есть ли по нему какие-то особенности получения дохода. Я напомню, что один из способов получения дохода – это, естественно, купонный доход, тот самый процент, который вы получаете при владении этой облигацией. В течение срока владения вам эмитент платит по ним купонный доход. Вот эту всю механику, эти особенности облигаций можно пройти на таком простом достаточно инструменте, где вам будет все понятно. Когда, как, где купить, как купить и так далее. А что стоит за вот этим растущим интересом к облигациям? Говорят, что 25-26 год — это только про облигации. Вот облигации — это самый интересный инструмент. Все брокеры советуют покупать только облигации. Почему? Это дефицит бюджета, это ставка, это рост бизнеса. Смотрите, говоря про то, что, например, 25-й год – это год облигаций, потому что тоже, в самом деле, такое часто звучит в разных источниках, тут, наверное, история обоюдная. С одной стороны, это эмитенты, то есть эмитенты, они приходят на рынок занимать деньги для своего развития, но в то же время это еще и инструменты рефинансирования. То есть если вы как компания, юрлицо, крупное юрлицо, у вас были ранее банковские кредиты или те же самые облигации, выпущенные по более высокой ставке, у вас есть возможность сейчас, когда ставки начинают потихоньку снижаться,
снижаться, те выпуски условно выкупать, выгашивать досрочно и занимать уже, собственно, новые деньги под другую ставку, что на самом деле многие сейчас заемщики используют, с одной стороны. С другой стороны, все-таки в самом деле бум инвесторов, частных инвесторов в том числе. Мы в этом году наблюдаем, со стороны московской биржи наблюдаем, наверное, рекордные показатели по, во-первых, количеству уникальных клиентов. Мы уже, наверное, близко к цифре 1,6 миллионов уникальных клиентов физических лиц. Что я называю под уникальными, это люди, которые хотя бы раз в году сделали хотя бы одну сделку. Неважно, на первичном рынке, то есть купили при размещении, либо же открыли продажного брокера, как-то посмотрели на доступные инструменты и купили уже после размещения на вторичке. Все говорят на вторичке, вот это наш такой устоявшийся термин. С одной стороны. С другой стороны, мы также видим, что говорить, если посмотреть на поведение фондового индекса, все-таки, наверное, он был несколько ниже ожиданий, чем многие себе закладывали в свои прогнозы или свои какие-то фантазии. Видели мы снижение, видели мы какие-то локальные минимумы по индексу. И в этом смысле, если говорить про альтернативу, невольно она напрашивается, акции или облигации, то в этом смысле больше приток новых денег частных клиентов был именно в инструменты с фиксированным доходом, то бишь в облигации. Все-таки лучше получать условно 18-20 годовых, такие доходности еще были доступны в начале года, чем все-таки еще и с плечом заходить в инструменты фондового рынка, в equity, и там, наверное, сидеть, дрожать, либо делать кучу движений, пытаться угадать на микротрендах. Наверное, в этом смысле облигации были надежнее. Меня радует, что российский инвестор делает правильный выбор. Вы сказали, что как раз сравнивая даже с бизнес-ланчем, облигации выигрывают. Это прекрасно. 1,6 миллиона человек делают правильный выбор, угадывают тренд, находятся в нем. Это супер. Каждый раз, когда я захожу в базар, ловлю одно и то же чувство. Здесь люди не соревнуются, они делятся. Один пишет про свои ошибки, другой про прибыльные сделки, а третий просто поддерживают других. Вот рейтинги инвесторов. Смотришь не на сухие цифры, а на живых людей, у которых за этими цифрами истории, решения, характер. Это редкость. Платформа, где инвестиции не понты, а путь к доверию и репутации. Если вам близко учиться у других и расти вместе, присоединяйтесь к социальной сети «Базар». Ссылка в описании. Увидимся в «Базар». Вы наверняка часто слышали выражение «облигации – это вторая зарплата». Насколько это вообще справедливое сравнение с зарплатой и кому оно подходит? Наверное, мы тут говорим про эти часто возникающие мемы, не знаю, уйти на пенсию в 35, да. То и кто-то и раньше уже писал, либо, не знаю, тоже красивые слова, жить на пассивный доход, это же все про одно и то же. Но на самом деле тут, наверное, вопрос, какой у тебя сумма на брокерском счете, соответственно, чем она больше, тем можешь больше себе позволить, наверное, жить за счет этих пассивных денег, пассивного дохода. Но если говорить про такого среднестатистического человека, у которого, наверное, работа пока еще составляет основную часть дохода, то в этом смысле облигации это все-таки инструмент дополнительного дохода. Он, безусловно, дает хорошую подушку, надежность. И главное, что важный момент, что когда мы говорим про пассивный доход, мы должны, наверное, иметь в виду историю по поводу текущего дохода. Потому что можно положить деньги на депозит или купить облигацию трехлетнюю, например, сроком 3 года, с купоном раз в полгода. Купоны, кстати говоря, тоже платятся, бывают в разные, периодичность бывает разная. Какие-то эмитенты предлагают купоны месячные, какие-то ежеквартальные, кто-то все еще, как это было раньше, классики на рынке, полугодовые. Говоря про пассивный доход, наверное, чаще всего люди имеют какой-то регулярно поступаемый платеж, то есть условно раз в месяц. И сегодня в самом деле есть инструменты, есть возможность так сформировать портфель, когда доход пусть сначала небольшой в первое время, но тем не менее он будет выплачиваться каждый месяц. В этом смысле, да, такое приятное дополнение к заработной плате. И, в общем-то, если какую-то часть своего свободного остатка вкладывать в инструменты фондового рынка, в частности, в облигации, на самом деле вы сформируете такой постоянный поток, когда у вас будут, естественно, деньги от зарплаты, извините за это слово, и все-таки регулярно поступаемые платежи за счет инструментов финансового рынка. А какая реальная доходность возможна этой второй зарплаты либо пассивного дохода без экстремального риска? Наверное, тут надо говорить про те доходности, которые сегодня есть на рынке. Да, я уже говорил, что есть облигации, так называемые безрисковые АФЗ.
условно безрисковые, есть облигации корпоративные там, эмитентов там, первого там, эшелона, там, рейтинги, у них рейтинги от рейтинга агентства обычно AAA, там, AA+, это буквенное обозначение уровня кредитного рейтинга. Ну, есть эмитенты, естественно, попроще и поменьше по размеру, и, может быть, с другой немножко кредитной историей. Ну, смотрите, сегодня на рынке АФЗ, как я уже обозначил, такой некий ориентир, там будем от него отталкиваться, это доходность примерно 14,5-15 можно найти, в зависимости от срока, да, соответственно, у нас это называется кривая, когда чем как бы зависимость срока облигаций, точнее доходности от срока, кривая это называется, там у профессионалов, ну, в принципе, для частных инвесторов не очень важно, важно, чтобы понимать, на каком сроке ты что-то можешь получить. Но это вот в АФЗ. На корпоративных облигациях там сразу можно закладывать плюс 150, ну, плюс 1,5%, грубо говоря, 1,5-2%. Ну, и, соответственно, чем кредитное качество у компании эмитента проще, тем, естественно, как бы риск выше, очевидно, и доходность тоже, как бы, которая сулят эти самые вложения, тоже обещает быть выше. Ну, грубо говоря, можно найти инструменты, которые дают сегодня и 18% годовых, и даже 20%, причем не в области экстремального риска, что вот спросили, да, где вот граница риска. Такой границы, наверное, провести сложно, там скорее целая это где-то уже за пределами там, 25% годовых, но в принципе 20-21 можно найти на рынке сегодня и, в общем-то, без экстремального риска. А где вот эта граница у секторов, наверное, экономики, какие-то крупные корпорации или банки, или строительный сектор, где вот этот экстремальный риск, он как раз вот наступает, и как его избежать? Вот это не перейти черту высокого риска, при этом иметь максимально, наверное, комфортную доходность. Ну, смотрите, наверное, неправильно было бы говорить, что вот, как на всю котлету купить вот эти самые облигации с рейтингом пониженной, с доходностью повыше. Ну, профессионалы рынка обычно, кто тем более давно на рынке работает, даже частные инвесторы, они все-таки стараются сделать некий такой как бы винегрет из бумаг. У них есть часть, безусловно, и каких-то бумаг понадежнее, тех же АФЗ, может быть, не очень большая, может быть, процентов 20-30. Безусловно, есть часть каких-то историй, где кредитное качество попроще, но все-таки все еще надежное, там первый, второй эшелон. Ну и, наверное, те, кто хотят все-таки некую, скажем так, среднюю доходность свою сделать выше, они добавляют туда бумаг из третьего и более дальних эшелонов, рейтинг, где, может быть, на уровне BB, может быть, даже еще пониже и попроще. Ну, тем самым, как бы, в целом, свою доходность, опять же, распределяя средства в разные инструменты, в разные облигации, опять же, не в одного эмитента, а в разные эмитенты, хотя бы даже одной категории, достигают некоторых там, ну, двузначных, больше, чем 20% годовых показателей. Блогеры говорят, никогда не покупайте замещающие облигации. Что бы вы сказали им в ответ? Ну, слушай, во-первых, я очень рад, что блогеры стали заниматься облигациями, потому что еще год назад, может, чуть больше, 1,5 года назад, блогеры все были только про акции, про облигации вообще было мне интересно. То, что для себя открывает новый мир, мне уже очень приятно, это Да, во-первых. абсолютно. А во-вторых, ну, смотрите, на самом деле, замещающие облигации, я уже сказал, что у них есть особенность вот этого валютного номинала, и, наверное, поэтому им тяжело, им же хочется чего? Им хочется найти какой-нибудь, не знаю, там, проблемную компанию, какую-то интересную компанию, какую-то отчетность. А когда у вас замещающие облигации пускают только Норникель, условно говоря, РЖД, там как-то им скучно просто очень живется блогерам. Но что еще добавить стоит к этому спичу вот, по поводу замещающих, что там у них все-таки есть номинал. Он не маленький. Номинал это $1000 США, ну или там евро, там, в зависимости от инструмента. Все-таки это, наверное, инструмент не для каждого. Понимая, что если вы хотите там проинвестировать условно 100 000 рублей, ну, как будто купите одну бумагу. Ну, как будто так себе история. Поэтому это, наверное, для чуть более больших кошельков инструмент. А в каких случаях облигации действительно могут заменить человеку часть регулярных доходов? Ну, мы уже немножко коснулись этой темы, да, это, наверное, в том случае, когда все-таки у вас достаточно хороший объем средств на счете, там вы не человек там, со 100 тысячами, даже не с миллионом рублей на счете, наверное, эта сумма начинается, ну, давайте так прикинем, если у нас с вами
ну, опять же, какие у вас ожидания, да, если вы просто живете за городом, там, вам нужно хоть съездить в магазин и машину свою обслуживать и заплатить бензином, это одна сумма. Если вы привыкли отдыхать по 5 раз в год за границей, это другая Ну, сумма. вот первый вариант, это прям самое Слушай, интересное. ну, если вы обычный человек, который хочет, как бы, знаете, уйти, как такой условно дауншифтинг, там, да, уйти с офисной работы, не знаю, сидеть там где-нибудь в хорошем, там, неважно, каком СНТ, выращивать там грядки, ну, сколько вам нужно денег? Не знаю, ну, 300 тысяч, ну, 500, ну, сколько там сейчас по московским меркам надо прикинуть, наверное, да, ну, суммы примерно такие, грубо говоря. Это без того, что вы там будете ходить в прямо супердорогие рестораны и плавать на яхте. И в этом смысле сколько нужно вам иметь? Ну, давайте прикинем. Ну, 15 миллионов рублей, допустим, у вас есть на счете. Вы купили облигацию, например, с доходностью, ну, давайте купоном, доходность сейчас не будем делать разницу, хотя это отдельный разговор. Например, купоном 15 годовых. Сколько вы будете получать? Ну, вот если у вас 10%, это 1,5 миллиона рублей, плюс еще там... 75. Ну, грубо говоря, да. Вы будете получать в год... Ну, меньше. Ну, 150, да, там, ну, 12 месяцев. вот Да. посчитайте, да, сами. Вы будете, ну, 1200 будете, грубо, получать. Ну, хорошо, допустим, вы найдете что-то более доходное, там, допустим, процентов 18 годовых. Ну, будете получать там 250 тысяч. Можно это жить? Наверное, можно. Да? Нельзя сказать, что это ниже прожиточного минимума. Но как бы уровень комфорта тоже сами понимаете какой. И это я говорю про сумму 15 миллионов рублей. То есть счет у брокера. Если у вас там условно 5 миллионов рублей, наверное, вам нужно будет что-то где-то еще работать. Мгм. Но смотрите, я хотел добавить маленький момент, что вот это вот жить на доходы от ценных бумаг, от облигаций, это же не появляется, вот сегодня я положил и так зажил. Это люди годами формируют свой подход, они ведут портфель много лет. Они, понятно, что откладывают часть дохода, там, неважно, там, это текущий доход, какие-то там были у них сделки, может, продали квартиру, машину, что-то часть тоже положили на счет. Это происходит, ну, долгий период. Если человек впервые выбирает облигации, какие 3 фильтра вы посоветуете? Слушайте, ну я уже, наверное, говорил, да, что я рекомендовал бы начинать с самых простых инструментов, как их называют, ванильных. Может быть, такое слово там, оно сейчас вызовет улыбку, но так оно на жаргоне называется. Это где понятный купонный поток, ну, то бишь ставка точно известна, какая, ну, то есть сам процент там тоже понятен, и там, например, купон раз в полгода или каждый месяц, и вы можете легко это просчитать. Я почему сразу так говорю про такие инструменты ванильные, потому что на рынке сейчас, конечно, очень много разных инструментов. Есть инструменты, ну, облигации, которые привязаны к каким-то другим показателям, например, к ключевой ставке Банка России. Соответственно, вы же никогда не просчитаете, какая ставка ключевая будет через 2, 3, там, 5 лет. Ну, никто их не просчитает. И, безусловно, именно вот для начинающих я скорее рекомендую смотреть на структуру выпуска, то есть чтобы он понятный, простой, было четко описано, какая там ставка купона, сколько там купонных периодов в год платится. Опять же, что еще интересно, ну это чуть-чуть уже, наверное, за пределами вопроса, в принципе, структура выпуска. Что такое структура выпуска? Это вот уже названные мною там купон и периодичность выплаты купона, но еще, например, наличие оферты. Это отдельная тема, я могу на нее часами говорить, но для клиентов что, для инвестора, что важно для инвестора? Оферта – это возможность инвестору бумагу предъявить к выкупу досрочно. Ну, то есть, допустим, бумаге может быть 5-летний период, ну, срок обращения, но при этом эмитент предлагает инвестору через 2 года бумагу сдать досрочно. По сути, инвестор понимает, что это его возможность из бумаги, ну, раньше срока выйти, продать ее эмитенту обратно. Вот. Это дает определенную как бы гибкость на самом деле и эмитенту, и инвестору. Но важно понимать, что если это выбранной вами там, бумаги такое встроенная вот возможность, если она есть, то нужно учитывать именно эту дату при выборе инструмента. Круто, это прям интересно. А как вы относитесь к корпоративным облигациям, которые платят ежемесячный купон? Это какой-то маркетинговый ход или за этим скрывается риск? Ну, смотрите, тут, наверное, риска я, наверное, уже здесь не увижу. На самом деле, хороший вопрос, потому что раньше, ну как раньше, 2-3 года назад этим грешили компании не очень большие, да, условно, там, 2-3 эшелона, они, в самом деле, платили ежемесячный купон, и для инвестора это было, во-первых, удобно, он получал тот самый текущий доход, регулярный доход в виде купона по облигации. В то же время, ну, давайте чуть придется немножко задеть математику, без нее идется никуда. На самом деле инвесторы также смотрят, ну и профучастники на рынке, смотрят на такой показатель, как доходность к погашению. Вот это такая сложная трехэтажная формула, но в чем ее суть? Она учитывает регулярные выплаты в
во время срока обращения. Соответственно, чем как бы больше этих выплат, тем доходность получалась выше, потому что предполагалось, как бы, что вы получаете купон, и тут же его инвестируете снова в облигации. Таким образом, получалась так называемая сложная формула эффективного процента, или там, как это говорят, сложного процента, да, эффективная доходность, хотел сказать, да, извините. Вот. И таким образом, учитывая, что выплат было больше, они были чаще, то вот эта вот доходность, та самая, она получалась выше. То есть, грубо говоря, если эмитент, например, да, вот, например, пример разберу. Например, там, если эмитент делает облигацию, выпускает облигацию на 3 года, например, по 10 годовых, 10 купон 10%, и платит как бы, купон 2 раза в год, у нас получается 6 купонных периодов, да, 3 года и 2 раза в год, да, 6 купонных периодов. И, например, тот же эмитент выпустит облигацию тоже на 3 года, но будут платить каждый месяц, получается 36 купонных периодов, в 6 раз больше, то, поверьте, доходность получится больше у второго варианта, потому что за счет сложного процента реинвестирование получается выше. И когда на самом деле выходит эмитент, он же понимает, что профучастники точно, банки и фонды смотрят именно этот показатель, тот самый показатель эффективной доходности. Поэтому очевидно, что для привлечения как бы, инвесторов, по сути, платя тот же самый купон, он же не менялся, сказал, например, был 10 и там 10, доходность получается выше. Люди любят смотреть только на купон. Что важнее, доходность к погашению или доходность купона? Вопрос очень хороший. В самом деле клиенты регулярно смотрят на так называемую текущую доходность, то бишь на купон. Текущая доходность — это на самом деле купон делить на цену. Многие смотрят на высокий купон. То есть вот как раз мы об этом поговорили. Что скрывается за вот этими высокими купонами вот на бытовом уровне? У каждой компании, у каждого эшелона, да, есть определенный там уровень доходности. Если неожиданно компания какая-то из определенного эшелона, первого, второго или даже третьего, ставит купон выше рынка, слово рынок тоже такое, немножко нужно пояснить, есть условно понимание, сколько должна стоить компания определенного эшелона с определенным рейтингом в зависимости от срока, какая должна быть у нее ставка купона та же. Если компания ставит ставку неожиданно выше, чем ее скажем, ближайшие аналоги, например, на рынке, или даже, собственно, ее облигации, купон ниже и срок похожий, а тут неожиданно купон выше, наверное, у компании какие-то странные интересы, зачем-то ей это нужно. Либо это какой-то тонкий маркетинг, что достаточно, бывает, но крайне редко. И обычно купон выше они ставят максимум 1% для каких-то очень, были случаи, когда крупные заемщики пытались собрать именно розничный спрос от частных инвесторов. Они обычно покупали, они свои облигации продавали банкам, фондам, тут неожиданно захотелось розничный спрос получить. Они ставили ставку выше, но это все равно буквально на 1%, не больше. То есть ни на 2, ни на 3, даже не на 5. Это момент номер раз. Момент номер 2, который здесь может быть. Смотрите, опять же, надо смотреть структуру выпуска. Бывают случаи, когда бумаги с так называемым step-down купоном. Опять говорю английскими словами, но я поясню. Есть структуры, при которых, например, облигация выпускается с купоном, давайте сейчас просто от балды скажу, купон 30, но через полгода он будет уже 25, еще через полгода он будет 20, а еще через полгода он будет например, 15. Такое же тоже может быть, да. Поэтому нужно смотреть, что не только первый купон должен быть высокий, в принципе, какая вообще структура купонов у компании. Такое тоже может быть. Интересно. Многие ожидают, что процентная ставка в 2026 году будет снижаться. Что произойдет с рынком облигаций? Тут очень важный момент, спасибо, что тоже акцент сделали. Тут важно не какая ставка сейчас, а в самом деле, куда мы движемся. То есть для рынка важнее ожидания, чем какая-то ставка точная, 14, 15 или 20. Вот именно ожидание, куда мы дальше будем двигаться. В самом деле сейчас превалирует ожидание, что ставка будет снижаться. Я не могу прямо сказать, как сильно, но, в общем-то, мы находимся в цикле так называемого снижения ставок. В этом смысле, естественно, рынок облигаций должен, наверное, быть бенефициаром этого процесса, потому что, в общем-то, если посмотреть, опять же, формулу, хотя без формулы тоже сейчас поясню, цена и доходность, они, соответственно, обратно пропорциональны. Чем ниже доходность, тем выше цена облигаций и наоборот. А как связана доходность со ставками?
По сути, ну так, если посмотреть, то по сути доходность она отражает общий уровень ставок. То есть если ставки снижаются, у нас происходит все снижение. То есть это сначала ключевая снижается, потом банки подхватывают эту эстафету, они поднимают ставки по депозитам, и, кстати, по кредитам тоже, да. Потом мы видим снижение ставок на денежном рынке. Денежный рынок — это, собственно, рынок, где крупные банки и компании занимают друг у друга деньги на короткий период. Вот уже за ставками денежного рынка снижается доходности. А как я уже сказал, чем ниже доходность, тем выше цена. Поэтому, грубо говоря, это на самом деле называется такой рыночный рычаг для облигаций. То есть, когда доходность снижается, цена растет. А почему она снижается? А потому что, как я сказал, рынок, он у нас, слава богу, такой достаточно эффективный, то есть процесс на нем работает финансово хорошо. И, например, если, грубо говоря, ставка начинает снижаться, какой-то эмитент, он может выпустить новую облигацию на тот же срок уже под другую ставку. Соответственно, если он выпускает новые облигации под другую ставку, то старые его облигации или облигации его аналогов начинают также переоцениваться. Соответственно, как бы там по ним ожидается другой денежный поток при той же безрисковой ставке. Сложно говорю, но в общем суть в том, что при снижении общего уровня ставок доходность также снижается, цена растет. Зафиксировали. Да. А какие новые продукты готовит Мосбиржа, если можно об этом узнать? Что еще хотим сделать и полезного, и будем делать? Мы понимаем, что мы являемся одной из, наверное, по крайней мере, сейчас центральных площадок по торговле облигациями, но понимаем, что, может быть, есть определенный дефицит информации по рынку, но есть платные ресурсы, возможно, доступны не всем инвесторам. И вот есть амбиция стать более информативными, то есть в плане и сайта, в плане каких-то других наших там платформ и всего прочего. И вот пока еще только так в начале пути, тем не менее, вот не так давно мы добавили еще рейтинги от тех самых, я уже их назвал несколько раз, кредитно-рейтинг агентств в карточку инструмента на сайте. Поэтому если раньше у инвестора, либо, может, в приложении брокера где-то это было, я, честно говоря, не знаю все приложения, я их все не помню наизусть, но где-то, может быть, есть, где-то этого нет. Мы также сделали публичным, бесплатным рейтинги по эмиссиям, эмитентам на карточке инструмента на сайте. Классно, это поможет людям выбирать уровень риска, который им подходит. А расскажите о себе. Почему вы выбрали именно работу с облигациями? Чем вас это сектор, да, можно так сказать, зацепил? Знаете, сначала как это было так, что вроде как-то не выбираешь там, да, там, семью там, и так далее. В каком-то смысле это было тоже продиктовано этим, но на самом деле тут как-то попробовал одно, другое. Там, я занимался финансовым анализом, потом занимался анализом рынка. Долгое время, кстати говоря, одно из первых мест работы в банке я был аналитиком, и причем первое время я был аналитиком именно по еврооблигациям. Вот это вот, знаете, начало нулевых. Это всякие Венесуэла, вот это вот все там Перу, Мексика, у них тоже были вот огромные рынки, вот эти все бывшие там долги там, которые прошли какую-то определенную там в свое время там реорганизацию, в общем, все это было, но как-то потом меня все-таки затянуло в российский рынок облигаций, как обратно домой. Вот. И, как-то, знаете, это определенная ниша, определенный какой-то такой, может быть, свой комьюнити свое. Оно не очень большое. Как правило, это вот только сейчас вот мы потихоньку начинаем, мы даже биржи, да, выходить как бы лицом, да, поворачиваемся к частным инвесторам, потому что раньше это был рынок исключительно больше вот таких профучастников, это был рынок банков, это был рынок управляющих компаний, это был рынок фондов крупных, в меньшей степени частных клиентов. Но вот сейчас мы, еще раз подчеркиваю, видим вот этот рекордный приток. Приятно это наблюдать. И замечаю, что, кстати говоря, даже на профессиональных каких-то мероприятиях вопросы идут очень четкие, очень тонкие, очень глубокие, с знанием инструмента. Не только какого-то отдельного эмитента, вот у меня там что-то с ним непонятно случилось, а вот именно по специфике рынка, там, как работает, как считается доходность, как считаются другие там важные показатели. Не хочу сейчас пугать сложными названиями. В общем, это здорово, что рынок меняется. Думаю, что отчасти вы этому очень сильно помогаете. Да, это большая заслуга. Мы вообще считаем, что розничных инвесторов недооценивают. Это очень умные люди, которые четко выбирают, во что инвестировать. Знаете, мы получаем такие уникальные вопросы, бывают от частных инвесторов, даже не только уже на выступлениях, но вот у нас тоже есть практика. Понятно, что есть всякие на бирже там прочие там места обращения. Вот. И да, мы видим, что люди очень глубоко погружены.
И в самом деле, понятно, что это их деньги, да, когда деньги твои, ты, безусловно, сам Да. захочешь, но разберешься. Но и уровень компетенции стал намного выше, чем это было раньше. Вы много лет работаете в экосистеме Мосбиржи. Что для вас дает ощущение смысла? Слушайте, что дала мне биржа вообще? Я сказал, что я был раньше в банковской отрасли. Во-первых, для меня это возможность все-таки развиваться и развивать. Потому что вот биржа, она находится так уж получилось, наверное, на вот таком эпицентре развития финансового рынка, потому что к нам приходят с какими-то идеями, предложениями брокеры, и эмитенты какие-то новые хитрые выпуски не придумывают, там, как это можно это сделать или нельзя такое сделать, там, и с точки зрения регулирования, с точки зрения там, техники, возможностей биржи и так далее. Безусловно, есть такие площадки, там, где мы общаемся, или пытаемся общаться там, с профессиональными там, крупными там, с ассоциациями, там, такими как Науфор, там, да, и другими тоже. Безусловно, это дает некую, как бы, с одной стороны, это сложно, потому что, когда, знаете, ты первопроходец или там тебя просят дать какую-то экспертизу и заключение, это тяжело, потому что можно не угадать или нужно как минимум там, заручиться какой-то там текущим регулированием, мы же тоже не можем помнить все в голове держать. С другой стороны, это порождает какие-то новые процессы, новые инструменты, вот, не знаю, буквально недавно, вы знаете, там было так, не знаю, конвертируемая облигация самолет, вот сделал первый в Да. России по духу, скажем так, конвертируемый инструмент. Тоже интересная штука, тоже это рождалось долго, рождалось не один месяц, но тем не менее мы к этому пришли. А вот сейчас, я не знаю, тоже, наверное, слышали, будут юаневые облигации Минфина, тоже определенная Да. новация на рынке. Да, мы в канале вообще всегда пишем об этом, там, в базаре, в соцсети у нас очень много таких образовательных постов, которые все это объясняют, подробно разжевывают по пунктам, поэтому да, мы в тренде всех ваших новшеств, за всем следим. Да, поэтому очень много чего интересного происходит. Наверное, не все можно сейчас говорить, но думаю, что рынок нас порадует еще в течение полугода какими-то новыми вещами интересными. Круто, ждем. То, да, очень хочется тоже там и посмотреть, как работает, и в то же время увидеть к ним интерес, чтобы это было полезно, да, а не только там это где-то в умах там без жуликов держалось, оставалось. Но вы буквально развиваете финансовую индустрию в России. Мы о хорошем поговорили, а что вас расстраивает больше всего в финансовой индустрии? Слушай, наверное, так сказать, наверное, прямо не могу, потому что я человек, в принципе, позитивный, и мне вот так, знаете, как это зла не держу, плохого не помню. У вас большой опыт, как вы сами сохраняете спокойствие в волатильный период? Вот это, наверное, такой вопрос, немножко, да, не знаю даже, как он с подтекстом, что я сам инвестор или я не инвестор. Но, во-первых, все-таки у нас на бирже ограничения. Мы вот, как будучи сотрудниками, мы не можем покупать все, что там летит, все, что размещается. Может быть, хотелось бы, но не можем. Вот, поэтому я, во-первых, сам покупаю только облигации ФЗ, те самые, да, с которых я начинал. Они тоже падают иногда. Знаете, они падают, но у меня очень простой подход, и я вот скажу свой личный опыт, я думаю, это можно рассказать. Я покупаю бумаги сроком до 5 лет, формирую портфель так, чтобы мне ежемесячно пришел какой-то купон, благо инструментов вот в сегменте госбумаг сегодня много, можно так составить портфель, что у тебя будет каждый месяц приходить какой-то доход. Может быть, он не очень большой, но он все равно приятный, он значимый. Вот, и, соответственно, как бы получать. Но у меня нет цели, понимаете, зайти на рынок, отыграть условного Трампа или отыграть условно, там, я не знаю, там, кого-нибудь очередное заседание Банка России. Я прихожу на рынок, понимая, что для меня это, понятно, не последние деньги. Понятно, что я не буду тут сейчас, не знаю, там, мне не хватает, там, не знаю, что там, на путевку куда-то, там, я вот сейчас буду срочно продавать, и поэтому надо как бы продать по любой цене, и там уже не важно, какой финрез. Понятно, что это такая, не то чтобы хобби, но это такая часть, которая, наверное, в общем-то, может жить своей жизнью, там, хоть 3, хоть 5 лет. А чему рынок облигаций научил вас как человека, а не как профессионала? Наверное, планированию, так или иначе, потому что я сам по духу достаточно такой человек, который любит время, точность. Мне кажется, сегодня даже к вам не опоздал, да? Вот, на встречу так Да. пришел вовремя. Облигации — это что такое? Это потоки распределенные во времени. Я не знаю, может, аналогия, она не очень здесь прямо идеальная, но она как бы дает некую определенность, да, вот я люблю, когда все четко и определено, и облигации, так, в основном это все-таки, как правило, какие-то понятные потоки во времени. Наверное, в этом смысле, как это, по вайбу мы с этим инструментом схожи, вот мой как бы личный характер и сам инструмент. Вот. Скажу честно, у меня в жизни очень давно был опыт небольшой, когда я там, на бирже еще не работал, работа с акциями, но как бы, знаете, вот эта вот динамика, которая есть, волатильность, как вы говорите, да, она же невольно захватывает. Вот хочется сказать, блин, как же так-то? Вот я купил здесь,
а мог купить еще дешевле, а через полдня там оно еще ниже сходило, а через 2-3 дня туда. Ну, если как бы заниматься этим чуть более со спокойным умом, наверное, думаешь, ну, на полгода акции условно дивидендные, что-нибудь да упадет. Но в этом смысле с облигациями все-таки проще, потому что что-нибудь упадет, оно регулярно, а вот если не упадет, то надо прямо уже бить тревогу, но это уже другая история. Есть чувство контроля. Да, Переходим к блиц-опросу. Короткие вопросы, короткие ответы. давайте. Можно ли сегодня жить на купоны? Можно, но если у вас хороший счет брокера, большой. Что на самом деле страшнее, дефолт или инфляция? Всегда страшнее дефолт, потому что у нас, к сожалению, так называемый процент восстановления стоимости или recovery rate небольшой. Как правило, это долгая процедура, не всегда успешная для инвестора, поэтому уж лучше найти что-нибудь выше инфляции, чем получить дефолт по облигации. Облигации или депозит? Что вы выберете лично? Я выберу и то, и другое, потому что дело даже не в диверсификации, а в том, что это разные риски. Срок облигаций, который вы считаете оптимальным для частного инвестора? Я исхожу из того, что у нас сегодня действует льгота за долгосрочное владение 3 года, поэтому для начинающего инвестора, который хочет понять, что такое облигация, можно потренироваться на кошечках сроком там бумаги до 1 года, но что-то более серьезное, что-то более, наверное, правильное и понятное, это срок около 3 лет. Лучший тип купона ежемесячный или квартальный? Нет понятия лучше-хуже, но в контексте разговора жить за счет купонов лучше, конечно же, ежемесячный купон. Самый переоцененный миф об облигациях. Ну, он тоже вытекает из нашего разговора, что там я сделаю себе X2 там, за полгода. Ну, так, кстати, такого миф, может быть, звучит все реже. Люди становятся все более как-то финансово грамотными, но такое звучало, да, раньше, что вот можно найти такие инструменты, такие прямо такие, которые вам дадут там очень большую доходность. Не нужно на это вестись. Облигации — это не X2 за полгода, это холодный, трезвый расчет, это обгон инфляции, обгон, не знаю, банковских депозитов все же и вот правильное выстраивание постоянного денежного потока. С нами был Павел Лукьянов. Большое спасибо, что вы к нам пришли, ответили на все вопросы про облигации. Друзья, ставьте лайк, если понравилось видео, напишите в комментариях мнение о выпуске. Мы читаем все комментарии, подписывайтесь на канал.